Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики! Наконец-то я решила уже начать делать расклады для вас. Вроде сейчас уже потихоньку отпускает, очень как-то сложно все в этот раз болело. Ну и ладно, давайте теперь будем смотреть расклад. Ну, как бы таро-прогноз, как я обычно делаю на март месяц. Сегодня 1 число, ну, это, я думаю, весь месяц впереди. Не совсем опоздала, да? И я буду делать на колоде Ленорман и Кипр, и буду еще добавочку брать на таро. Основные моменты, как всегда, будем смотреть. И я просто вот из каждой колоды возьму по несколько карт. Вы себя просто можете найти по этой табличке. Тельцы и весы на март месяц, да? Близнецы и девы. Для раков. Для львов. Для стрельцов и рыб в марте что будет? И для Козерога и Водолеев. Так, и таро возьмем. Если мне еще захочется потом что-то уточнить на таро, я возьму. Ну, обычно таро, оно, каждая карта уже несет в себе основное значение. Так, давайте начнем. Итак, Овен и Скорпион. Так, что ждет в марте? Ух ты, как выходит. Смотрите, интересно. Здесь выбор направления, да, вы будете выбирать, нужно ли вам с мужчиной встречаться на ночном уровне, или мужчина будет выбирать, да, то есть тут может быть двоякая ситуация, или с одной стороны, или с другой стороны происходит выбор, может быть с обоих сторон также, вот. Может быть, вам что-то прояснится, какая-то ситуация, и вы поймете, например, куда вам идти. Но здесь видите, какие карты вышли, поэтому здесь больше касается отношений. Посмотрим дальше. Ну и опять, ой, какие замечательные карты. Здесь о любви, здесь все о любви. Здесь, может быть, вы будете думать, а надо ли с мужчиной, да, как бы налаживать отношения, иметь отношения на ночном уровне или надо только на дневном уровне. Здесь как бы любовь, здесь проявлена любовь, и может быть долгое время были какие-то тяжелые события в вашей жизни, но сейчас вас ждет какое-то вознаграждение, какие-то подарки судьбы, да, может быть, это именно в любви, да, вот любовь здесь проявлена. Вот. И здесь как бы карта говорит о том, что если в прямом положении вы настораживаетесь, у вас головная боль, вы уже, как говорится, столько всего прошли в жизни и уже устали, да, уже настороженно смотрите на эту жизнь, то в перевернутом виде карта говорит о том, что будут, ну, как бы, как сказать, будет еще что-то, что вам будет препятствовать.
Оно может быть не таким большим, но оно будет. Я еще тогда карту хочу взять, одну для овнов и скорпионов. Что еще с этим связано? Это может быть связано с родственными какими-то делами, с родственниками, с деньгами родственными, с какими-то людьми, именно родственными, которые будут ограничивать в чем-то вашу любовь, возможно, или также финансовые возможности. Вот такой момент может быть. Но в целом эта карта все равно, она неплохая, и обе карты, в принципе, они не такие плохие. То есть если и будут вот какие-то небольшая ложка дегтя, то это, я думаю, не так страшно. Давайте посмотрим следующий. Это у нас Телец и Весы. Что тут у нас? И тоже хорошие карты. Ну, видимо, весна идет, да, весна, когда все расцветает и все нормализуется, потому что здесь карты говорят о восстановлении отношений с родственниками, с близкими людьми. Ну, вообще говорят карты о том, что вы расцветете, у вас будет что-то налаживаться в вашей жизни. Давайте дальше посмотрим. Здесь карты говорят о том, что, конечно, может быть окончание у некоторых какой-то работы, или же что-то не совсем получаться, да, в отношениях, может быть, в отношениях с родственниками, в отношениях по работе, может быть, что-то не получаться. Обратите на это внимание, но тем не менее, эта карта, она говорит не конец, не конец, здесь сверху цветы. То есть даже если что-то уходит из вашей жизни, есть новый уровень. То есть нужно, может быть, где-то старый оставить в прошлом и подняться на новый уровень. Найти такую возможность, и все получится, и вы пойдете по новому этапу вашей жизни. Ну, здесь, видите, да, все-таки и, соответственно, вот эти проблемы рабочие, они могут влиять на финансы ваши. Здесь вот карты показывают один лишь пентакль на первом плане. То есть вам будет не хватать того куста, который был бы в прямом положении. Да? То есть здесь, когда по крупицам вы собирали свой куст финансовых возможностей, там, денег, да, каких-то, а здесь этот куст у вас не, ну, как бы нужно, видимо, растить заново, с нового пентакля, с одного пентакля. Давайте дальше возьмем и посмотрим Близнецы и Деву. Так, здесь карты того, что, ну, конфликты здесь с близкими людьми могут быть, с любимыми людьми могут быть. То, что вам где-то также доставлять будет дискомфорт. То есть, может быть, кто-то захочет с вами примириться. А может быть, вы будете искать возможность примириться с кем-то. Но негативная атмосфера здесь может быть. И это просто связано с конфликтами. С теми, что вас, может быть, кто-то осуждает. Может быть, вы себя в чем-то осуждаете, да, за что-то себя простить не можете. Ну, как бы вот такой момент. И здесь, вот видите, здесь что-то в отношениях будет не складываться. Здесь в ваших отношениях в семье может что-то разваливаться. Вот имейте в виду, да? Терять вы можете семью. Да, и здесь вам может быть за что-то стыдно. Опять-таки, вот я говорю, да, за что-то вы можете краснеть. То есть или вас кто-то обвинять будет, или что-то вот в этом роде. Давайте следующий возьмем. Рак. Ну, можно просто примириться, а можно раздувать дальше скандалы, конфликты. Это уже каждого выбор. Рак.
Здесь все неплохо. Здесь карты говорят о переменах, связанные с вашей семейной жизнью, личной жизнью, разговоры по душам с какими-то близкими людьми. Очень хорошие карты. Если здесь есть перемены и в любви, они могут принести перемены и в других сферах жизни, и также благоприятные. Ух ты! Здесь карты показывают о том, что к вам может кто-то приедет. Может быть, кто-то приедет, и, может быть, даст вам поддержку финансовую, может быть, да, или вы кому-то поедете. Но здесь очень хорошие карты, и еще хочу посмотреть. Хорошая карта, немножко она будет говорить о задержке. То есть не все будет так, как говорится, идти, как вы задумали, быстро, в нужном направлении. Будет определенная задержка. Но все равно в итоге придут эти стрелы, эти жезлы туда, куда нужно прийти. Придут хорошие энергетики. Здесь все хорошо, просто может быть попозже. Так, давайте посмотрим для львов. Следующие у нас львы. Здесь могут быть нервные какие-то состояния по поводу чистоты намерений короля какого-то, да, пикового. Может быть, это взрослый мужчина, солидный мужчина. Вы, может быть, будете в чем-то сомневаться. Может быть, нервничать будете по поводу встречи какой-то. Я не могу сказать по поводу денег. У вас карта информации, денег, она вышла. Это хорошая карта, и рядом с ней тоже неплохая карта. Но вот эти мыши, они как бы где-то вас все-таки грызут. Что-то вам где-то доставляют дискомфорт. Но, тем не менее, остальные карты неплохие. Хорошие. Здесь мне сказать нечего. Может быть, вас будет терзать вот что-то вот связанное с преданностью, с честностью, вот с этим только моментом. Вот мужчина, да, мужчина здесь вышел. Мужчина, который чувствует себя очень одиноко, который, может быть, сейчас без работы, может быть, потеряет работу, может быть, наоборот, он работает, но очень тяжело. Также это может просто говорить о том, что какой-то человек без вас очень скучает и не хватает ему вас, да, так скажем, не хватает. Какой-то мужчина, какой-то мужчина. Ну и здесь карта звезды, это очень хорошая карта. Конечно же, карта звезды не может быть плохой, она может говорить о каком-то отдалении определенном, но сама по себе эта карта может исполнять ваши желания. Она говорить может о том, что вы наконец-то найдете возможность, да, как это сказать, взрастить какой-то урожай. То есть если и были какие-то, может быть, отдаления с каким-то человеком, если в жизни вам чего-то тепла какого-то не хватало, то сейчас звезда именно теплая, она будет светить вам. И, конечно же, все то, что вам где-то не доставляло где-то тепла, вы найдете, как это изменить. Вот что я хочу сказать. Будет меняться ситуация, и вы найдете и увидите, как можно изменить ту ситуацию, которая вам где-то не нравилась. И даже вы сможете зародить новое что-то в своей жизни. Так, давайте посмотрим. Ну и приблизиться к своей звезде, к своей мечте. Следующий стрелец и рыбы. Здесь нужно будет выбирать. И связано это будет с отношениями или с работой. Глубоко подумать нужно будет. И подумать именно внутренним своим «я».
То есть, ну, как бы, что вам подсказывает ваше сердце, ваше внутреннее я, подсознательное. Не голова, не разум, а именно внутреннее. Мгм. Карты говорят о переживаниях какого-то мужчины. Может быть, он будет переживать относительно какой-то женщины, да, может быть, относительно вас он будет сильно переживать. Но здесь показаны переживания, связанные с каким-то известием, да, ну что-то вот такое. Может быть, огорчит его как мужчину какого-то женщина. А также вы, может быть, будете думать о своем мужчине и о том, что что-то не получается. Но тем не менее, вот карты Таро показывают, что все будет неплохо. Все равно эти переживания будут недолгими, а эта карта может показывать на то, что любовь будет, но может немножко задержится пока, потому что нужно будет решить вот как раз вопрос с выбором. То есть март вот для вот этих знаков будет связан с вопросом выбором. Выберете вы правильное направление, например, путь любви, и все у вас будет хорошо, да? Ну, скорее всего, вы так выберете, иначе бы эта карта не выходила, потому что она показывает, что пусть любовь чуть-чуть задерживается, но она будет, вам нужно вначале сделать правильный выбор, совершить правильное действие. Ну и Козероги и Водолеи давайте посмотрим. Здесь карты показывают, что нужно будет искать какие-то возможности для нового уровня в отношениях любых. Это может быть новый статус по работе, это новый статус, может быть, в отношениях. Да? Нужно будет искать какой-то путь. Какой-то путь нужно будет, придет вот именно в марте время, что вам нужно будет что-то решать по поводу каких-то отношений в своей жизни, либо рабочих, либо семейных. Вы смотрите здесь на карту большого счастья, но почему-то таите обман за своей спиной, да? Может быть, вы достигаете чего-то, но вас что-то беспокоит. Может быть, вы думаете о том, каким способом вам это достается. Может, какие манипуляции вам нужно делать, да, для того, чтобы выйти на высокий какой-то уровень. Ну, здесь, может, вы просто не туда идете, вам нужно задуматься над этим, да, чтобы... Может, вы думаете, что есть кто-то, кто вам хочет палки в колеса на пути к вашему успеху. Ну, как бы поставить. Вот такой момент здесь есть. Тоже такой чисто месяц философский больше, да? Угу. Ну и здесь карта то, что не нравится что-то в семье. Что-то не нравится. Что-то дискомфорт какой-то, дисгармония какая-то есть. Но сама по себе карта хорошая, все равно все будет хорошо. Просто, возможно, вот именно в этом марте вы будете чувствовать, что что-то не так. Вроде и семья, вроде бы как бы и... Ну, это у кого есть семья, да? У кого нет семьи, вы просто думаете о том, что это родственники, в отношениях с родственниками, может быть. Вот у кого семья, вроде как бы и семья, и дети, и все. Но что-то не так. Что-то не так, где-то что-то вас будет вот мучить. Вот такой момент. Ну, в принципе, энергетика на март месяц достаточно неплохая. Как бы, давайте вот я вот для этих знаков еще возьму совет. Ну, я, в принципе, говорила, что там, по-моему, выбор нужно сделать. Какой еще тут совет вы дадите? Смотреть в новые горизонты вам нужно будет. Вам нужно будет
думать не о том, что у вас уже пройдено, да, чем вы уже владеете, а о том, куда ваша жизнь может вас привести в будущем. И вам нужно мечтать и делать уже планы в в новом направлении. Вот. Может быть, это вам поможет избавиться вот от каких-то конфликтов и вот от того, что или вы себя вот так вот как-то где-то чувствуете, да, стыдно, либо кто-то вас осуждает. Но вот вам подсказка, выбирайте новый путь в своей жизни, оставляйте все старое в прошлом, идите в новом направлении. Вот такой прогноз. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии. До свидания, всего доброго.